Генетические заболевания проявляются у многих малышей еще в младенчестве. С самого рождения Яна Муратова борется с гемангиомой на носу. Девушка уже перенесла 19 операций. Рассказываем, как сейчас выглядит и чем занимается жительница Ставрополя. Врачи предполагают, что развитие доброкачественной опухоли началось еще в утробе матери. Гемангиома– это нарушение в сосудистых тканях. Она может излечиться сама к 10-12 годам, но чаще удается лишь приостановить ее распространение с помощью прижигания лазером. Негативно на развитие опухоли повлияли и продолжительные роды у матери. Схватки продолжались 4 дня, что не очень хорошо для ребенка. Опухоль продолжала расти, и в 7 лет врачи направили девочку на лечение. Врачи попытались перекрыть приток крови к гемангиоме, перерезав сосуды, однако это дало обратный эффект, стали зарастать ноздри. Это привело к еще одной операции, которая придала носу девочки синий оттенок. Яна вспоминает. «Мне пришлось быть сильной и учиться драться за себя. Хотя не скажу, что у меня появились какие-то тяжелые психологические травмы. Уже в том возрасте я поставила себя перед выбором: либо буду забитой, либо преодолею все, что выпало на мою долю». Яну вдохновил пример самой уродливой женщины США Лиззи Веласкес. Американка не боится своей внешности и легко общается с людьми, она ведет свой блог и участвует в телепередачах. Следуя ее примеру, 26-летняя россиянка решилась и в июне 2015 года появилась в передаче «Прямой эфир» на канале «Россия». «Я хочу стать нормальным человеком. Люди даже общаться со мной иногда не хотят из-за того, что им стыдно. Когда я выхожу на улицу, я стараюсь волосами прикрыть лицо, чтобы меньше обращали на меня внимание. Когда я устраивалась на работу, напрямую говорили, что с такой внешностью мы вас не возьмем. Я очень хочу замуж, и я понимаю, что у меня никогда не будет детей. Я не хочу родить ребенка, чтобы его потом клевали, как меня в детстве, что твоя мама страшная. Я через это прошла». На момент выхода передачи девушка уже перенесла 16 операций. Родители покинули этот свет, одна поддержка осталась от двоюродной сестры, которая помогала найти Яне работу. Единственное место, куда удалось трудоустроиться– посудомойкой в ресторане. В одно время Яне даже удалось найти себе парня. Отношения продолжались 2 года, и все это время мужчина вытягивал из девушки деньги. Яна отметила, что долгое время ищет компетентных врачей, помочь ей согласились только в Израиле, стоимость операции в $50 000 оказалась неподъемной. Организаторы передачи «Прямой эфир» сразу после съемок отвезли Яну Муратову в больницу. Через пару недель девушки сделали первую из операций, которые помогли ей почувствовать себя полноценным членом общества. Теперь Яна не может насмотреться на себя в зеркало, а прежней проблеме напоминают только шрамы на носу. Больше нет кровоподтеков, опухоль не растет, отечность полностью ушла. Дальше последовало еще несколько операций, которые помогли сформировать крылья носа и поправить очертания, которые были нарушены гемангиомой. Как финал, коррекция шрамов. После эфира на канале «Россия» Яне стало поступать огромное количество сообщений от неравнодушных. Тысячи людей поддержали девушку теплыми словами. Многие рассказали о своих печальных историях, в которых страшные болезни были побеждены. А еще приходили забавные сообщения. Молодые люди предлагали устроить личную жизнь, оставляли номера телефонов. Но, увы, на это у меня пока нет времени. Целыми днями пропадаю на работе, а в перерывах езжу в Москву. Яна четко поставила перед собой цели. Сначала она хочет построить карьеру, вернуться к профессии юриста. Только потом она думает выйти замуж и родить детей. Слова поддержки Яна продолжает получать до сих пор. «Дорогая девушка, очень хочется сказать тебе спасибо за стойкость и упорство, ты должна выйти побежденной из этой борьбы за счастье и быть нужной, желаю крепкого здоровья, видела тебя на передачах». От различных генетических заболеваний чаще всего страдают дети, так как им тяжелее, чем взрослым, осознавать жестокость и злость окружающего мира. Яна Муратова преодолела свои страхи и заявила о своей проблеме на всю страну. Неравнодушные люди поддержали девушку и помогли найти решение.
В любой ситуации не стоит отчаиваться, ведь если у человека есть цель, он всего добьется. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.